Ульки, ульчи, тозунги, орочи и еще более 20 вариантов – все это название одного народа, проживающего на Дальнем Востоке. Официально его принято называть ароки или ульта. У этого народа никогда не было письменности, а во время переписи населения 2010 года оказалось, что родным языком владеют всего 10 человек из 295. Как и другие северные народы, ароки разводили оленей и жили в чумах. Подобно некоторым сибирским этносам, они верили в духов природы и особенно почитали хозяина тайги – медведя. Кто такие эти загадочные ароки? Чем они занимались и для чего надевали детям на шею кожаные кулоны? Ответы на все эти вопросы вы узнаете уже в ближайшие несколько минут. Друзья, перед просмотром не забудьте подписаться на канал Ямал Медиа. Здесь вы найдете все о жизни арктического региона, сюжеты об удивительных местах Крайнего Севера и людях, которые здесь живут. Подписывайтесь на Ямал Медиа, а мы начинаем. Самоназвание народа ульта в переводе на русский язык означает «олень». Исторически ароки делятся на две группы – даранени или люди, живущие на севере, и суннени – люди, живущие ближе к солнцу. Первые населяли территорию Северного Сахалина, вторые – его южную часть. По разным подсчетам во всем мире проживает от 400 до 1300 ароков. По своей культуре и традициям они близки к народам Преамурья. В то же время традиционно ароки разводили оленей, что связывает их с северными этносами. У каждой семьи в хозяйстве было не больше 20 оленей. Если численность стада доходила до сотни животных, его владельцы считались очень богатыми людьми. Самым зажиточным в этом смысле можно назвать род Нучи Баяуса. В 20 веке он владел стадом из почти 300 оленей. В 1932 году это стадо стало основой хозяйства колхоза «Вал», куда перешли почти все олени Северного Сахалина. Количество особей росло, и колхоз процветал. Однако он не пережил постсоветского периода и распался, а ароки вернулись к семейному способу разведения оленей. Традиционно ароки вели кочевой образ жизни. Летом они жили ближе к морю. Здесь ловили рыбу, охотились на морских животных и заготавливали ягоды и травы на зиму. Осенью народ перебирался в лес. Всю зиму они охотились на пушных зверей. В соответствии с временами года использовались и два типа жилища. Летом это был большой двускатный шалаш каура, который изготавливали из хвойных деревьев. Для этого устанавливали две бревенчатые треноги, сверху между ними укладывали горизонтальную перекладину. На нее прикрепляли остальные жерди, образующие каркас жилища. Стены такого дома покрывали корой хвойных деревьев, а рядом с ним устраивали хозяйственные постройки, в том числе и амбары на сваях. Зимовали в конических чумах под названием аумдау. Их покрывали рыбьей кожей или корой дерева. Также зимним жилищем были четырехугольные каркасные дома с двускатной крышей. Как и многие другие народы, ароки приняли православие. Однако наряду с ним сохранилась и традиционная вера в духов природы – воды, огня, земли, неба и тайги. Среди зверей особенно почитался медведь. Когда его убивали и приносили добычу, животному устраивали торжественную встречу. Вокруг туши расставляли различные угощения, желая так поблагодарить и задобрить дух медведя. А если во время охоты случалось поймать медвежонка, его помещали в клетку из сруба, где выращивали до 2 лет. Только после этого медведя могли убить на мясо. В честь этого события устраивался праздник, который продолжался несколько дней, а кости убитого животного обязательно хоронили. Шкуру медведя использовали и при изготовлении деревянных идолов или амулетов. Чтобы помочь болеющему ребенку выздороветь, на шею ему надевали амулет из замши, который заранее наговаривали над огнем. Считалось, что такой магический оберег обязательно поможет справиться со всеми недугами. Ароки никогда не жили в изоляции. Они контактировали с ульчами, удыгейцами и орочами. Самые тесные контакты были с нивхами. Представители народов объединяли экономические связи, нередко между ними заключались браки. Кроме того, сильное влияние оказали и русские. Сегодня точная численность ароков неизвестна. Возможно, среди них уже не осталось тех, кто использует родной язык для бытового общения. Тем не менее, самобытную культуру ароков пока удается сохранять благодаря интересу ученых и богатому фольклорному наследию. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал Ямал Медиа в Яндекс.Дзен, чтобы узнать больше полезного.